Не так давно вышел интереснейший мультфильм, который почему-то не был особо удостоен внимания. По моему мнению, его релиз прошел незаметно, и поэтому сегодня, как настоящий, нашедший золотой слиток, я готов рассказать вам все о плохих парнях. И не путайте с этими плохими парнями. Расскажу вам, почему мультфильм так похож на Зверополис, почему он во многом не для детей и что не так с самими героями мультфильма. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня покажу, что не так с мультфильмом «Плохие парни». Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, что если вы житель СРФ, пожалуйста, перед просмотром включите VPN. Таким образом вы поддержите мой канал. Спасибо. Нет. В смысле, черт, это вопрос с подвохом. Для меня мультфильмы, которые выглядят свежо, всегда интригуют. И честно сказать, видя в 2022 году полу-2D-шную анимацию, которая стилизована под комикс и при этом рассказывает историю о говорящих животных, которые живут нашей жизнью, воу, это точно достойно внимания. И сегодня расскажу вам, что это за такие плохие парни и про что вообще мультфильм. Начну, наверное, с сюжета, так как этой категории я сегодня посвящу меньше всего внимания. История рассказывает о банде грабителей разных животных, которые считаются неуловимыми преступниками, готовые украсть любой ценный предмет. Их не может не остановить никакая полиция, а их деяния настолько порой остры и неожиданны, что весь город их прозвал плохими парнями. В эту банду входят Волк, вожак банды, самый себелюбивый вор-мошенник, Мистер Змей, тихоня проныра, который привык все воровать без шума, Мистер Акула, или как я бы его назвал, персонаж Маскировка, его способность вливаться в толпу достойна похвалы, но он часто переодевается и при этом сливается с толпой. Мистер Пиранья, бешеный, безумный, готов как раз первым дать отпор полиции, и также паучиха Мисс Тарантула. Паучьи сети, что в интернете, что в жизни, она плетет просто идеально. Величайший хакер города. Вот этой шайкой они успешно грабили а-ля 11 друзей Оушена, все, что только можно и нельзя, пока не произошел один конфуз, благодаря которому персонажи чуть не отправились за решетку. Теперь их задача уговорить блюстителей города и его влиятельных персон дать им шанс на исправление, чтобы плохие парни стали хорошими. Большой причиной всему этому становится Лисица, губернатор этого городка. И тут начинаются все приключения. Сюжет специально не рассказываю от и до, как сделали почему-то это другие в обзорах, ибо он и так банален и прост даже для детей, поэтому остановимся на этом. Что самое главное, стоит понять, что он тут вообще не основной в мультфильме. Да, идет сюжетная линия весь мультфильм, и наши персонажи зациклены на том, чтобы выбирать быть плохишами или хорошими мальчиками. Но главный посыл автора не в этом, а в том, что взаимоотношения, дружба и, наверное, помощь и поддержка важнее всего остального. И тут не важно, хороший ты или плохой в плане статуса. Главное, какой ты внутри себя. Вот почему-то это понимают не все, поэтому я на всякий случай для вас это уточнил. Но поверьте, даже с таким банальным сюжетом мультфильм смотрится свежо и интересно. И все из-за идеального визуала, крутых колоритных героев и, что немаловажно, работающего мира. Этот город не кажется лишь фоном или тенью для наших героев. Он живет помимо нас другой жизнью. И пока смотришь мультфильм, у тебя четко идет осознание того, что весь мир реально работает. Он живой, но об этом позже. Как я уже сказал... Тогда почему оно выпуклое? Заткнись! Что? Я никогда не видел выпуклое сердце. Это не... Папа! Давайте теперь затронем главную изюминку этого мультфильма – героев. Вы знаете, насколько я люблю глубоких, неклишированных персонажей. Персонажей, по которым я делаю потом долгие интересные разборы, рассказывая о истории, мотивах, проблемах героев и так далее. И тут каждый из героев имеет как много клише, так и какую-то свою индивидуальность в харизме и в характере. Неповторимость, можно сказать. Впервые, наверное, за весь мой просмотр мультфильмов мне одновременно кажется, что все персонажи глубокие и одновременно понятные и банальные. Смесь волка-плохиша, который хочет стать хорошим, но внутри себя понимает, что скорее всего плохое в нем больше, по сути банально. Можно вспомнить того же Ника Уайлда, который был хулиганом, который обманывал граждан города Зверополис, чтобы получить бабки, но в душе оказывался крутым парнем. И весь мультфильм нам показывали, как он менялся благодаря Джуди Хопс, по ходу сюжета. Но здесь персонаж отличим от него. Он не хочет меняться, в глубине души ему комфортно
комфортно быть грабителем, мошенником и карманником. Это его стиль жизни, он так видит и так чувствует. Просто при всем его недостатке быть вором, он добрый, отзывчивый и крайне приятный персонаж. Он не пытается за весь мультфильм поменяться, чтобы стать таким. Он долго пытается определиться, что ему ближе, быть хорошим или быть плохим. Мне сразу вспомнились слова Ральфа: «Я плохой, и это хорошо. Я не стану хорошим, но это неплохо». И вот как раз то, что не каждый выкупит из мультфильма, и поэтому, как по мне, он довольно взрослый. Волк не имеет четкой позиции для того, чтобы объяснить друзьям, что с ним стало. Он не может даже себе дать отчет, почему ему нравится делать добрые дела. Ведь он всегда был плохим, но просто он начинает анализировать, что ему нравится делать как хорошие дела, так и быть тем, кем он был изначально со своими друзьями. Поэтому, что касаемо персонажей, тут они проработаны очень хорошо, каждый по-своему. Вы такой хороший мальчик. И не думайте, что такое заметно только у Вольфа. Его верный друг мистер Змей такой же, он тоже стоит на перепутье. Он любит своего друга, но ему сложно принять изменения, то, каким он мистер Волк стал. Он все же дружил с ним много лет, когда тот был грабителем и отвязным плохим парнем. А теперь он паинька-волк, делающий добрые дела. И у Змея стоит выбор. Можно сказать, что ему важнее дружба с Волком или уже заложенный годами привычный образ жизни плохого парня. И поэтому по ходу мультфильма он постоянно выбирает и пытается принять верное решение. Каждый персонаж мультфильма имеет собственное «я», собственную личность и харизму. За каждым интересно наблюдать по ходу просмотра мультфильма. Почему я сравнил плохих парней со Зверополис? Ну, наверное, потому что это и есть Зверополис на максималках. У нас полностью весь мир состоит из животных, которые живут обычной нашей человеческой жизнью. Но в отличие от Зверополиса, тут есть люди, но они здесь совершенно тупые. Есть тут девушка-офицер полиции, которая пытается всю жизнь усадить за решетку нашу банду. Но она настолько глупая, что порой ее действия кажутся, откровенно странными. И в этом и есть прикол мультфильма. Мы в реальности считаем, что животные тупее нас, что у них нет интеллекта, а режиссер мультфильма и сценарист обыграли это так, что у животных все есть, а вот люди откровенно глупые. Также касаемо сюжетных поворотов, главный злодей тут тоже добряк, который оказывается плохишом, как и было у миссис Барашкис из Зверополис. Ну и я молчу про историю особенной дружбы между волком и лисицей. Она очень напоминает как раз отношения Ника и Джуди. Так что, смотря мультфильм, вы частенько будете ловить себя на мысли, что где-то уже это видели. Но тут все просто интереснее подано, чем в оригинальном мультфильме про животных от Дисней. Да, верно. Да, похоже, в этом есть смысл, да. Давайте теперь поговорим о графике и стиле мультфильма. Мне нравится, что DreamWorks не стали делать актуальную анимацию и решили вернуть стиль 2D мультфильмов. Но вот не знаю почему, но мне всегда нравилась рисованная графика. Здесь я бы сказал, присутствует смесь как 2D графики, так и моментами проскальзывает стиль какого-то комикса. Вот эти выпуклые тени, гиперболизация эмоций, кадры идут то очень контрастно, то наоборот порой вся локация серая, как будто не изученная. Те, кто играет в игры, меня сейчас поняли. Все это действительно придает мультфильму уникальности. Эдакий своеобразный стиль смесь комикса, 2D рисовки и очень сочных красок. Анимация была вдохновлена фильмом Sony Pictures Animation «Человек-паук через вселенные» и выполнена студией DWA Glendale при поддержке Jellyfish Pictures. Работа над озвучкой велась дистанционно в связи с эпидемией. Но вы уже можете посмотреть, насколько в принципе картинка сочная, яркая и крайне привлекательная. Мне она очень нравится. Что самое главное, от событий мультфильма здесь меняется и гамма. Когда наши герои в эйфории ограблений, картинка желтая, яркая, сочная, придающая настроение. А вот когда они в ссоре или в грусти, нам показывают блеклые полутемные локации, в которых совершенно нет никакой сочности. Это зрителю сразу показывает настроение сцены и общий тон ситуации в мультфильме. Мои родители так познакомились. Давайте теперь выясним, что не так с плохими парнями. Ну, во-первых, что первое бросается в глаза, так это чересчур долгое вступление плохих парней в ряд хороших. Учитывая, насколько резкое и динамичное начало, которое сразу легко объясняет суть и знакомит со всеми героями, тяжело потом по 20-30 минут слушать разговоры персонажей, которые говорят об одном и том же и как им нужно измениться. Сделайте мультфильм короче, но пусть динамика никуда не уходит, и чтобы интересны были не только сцены экшена и погони,
сцене, но также и простых диалогов героев. Ну и также мне не очень зашел главный антагонист в мультфильме. Сюжет мне кажется нормальным, но начало знакомства с антагонистом действительно очень простое. Могли бы чуток закрутить сюжетец или сделать антагониста таким же заложником образа, или показать его какие-то другие черты, а так мы сразу же вначале понимаем, с кем по сути будем иметь дело. Неожиданности не происходит. Ну а теперь, как обещал для подписчиков Boosty и спонсоров канала, я расскажу о недостатках мультфильма со спойлерами. Для всех остальных разбор будет без них. То есть, если вы хотите посмотреть этот разбор мультфильма со спойлерами, вы можете оформить спонсорскую подписку или подписку на Boosty и посмотреть разбор со спойлерами. Для всех остальных будет разбор без спойлеров. Достоинство? Да, но этот корабль уже уплыл. Отсылки. Наверное, ни для кого не секрет, что это не оригинальная задумка автора, и весь мультфильм построен на одноименной серии детских книг, написанных Айроном Блейбли, который является исполнительным продюсером. Но несмотря на вдохновение такой книжкой, мультфильм очень сильно отличим от того, что есть в книге. Рисовка, мотивы главных героев, все это создано совершенно иначе, и отличается мультфильм от книги. Как мне кажется, из бумажного произведения взяты лишь характеры и, возможно, харизма героев. Все остальное же придумано по сути по своим каким-то наработкам. Вдохновляться чем-то я не считаю, что большой минус. Не будем забывать, что большинство мультфильмов Диснея имеет тоже вдохновение и отсылки на разные произведения, как книг, так и исторических фактов. В плане музыкального оформления тут тоже все хорошо. Каждая песня идеально вписывается в экшн-сцены наших героев. Моменты с ограблением, задумкой плана, более печальная музыка при каких-то грустных моментах героев. Все это звучит крайне удачно. Более того, музыка в конце мне настолько понравилась, что я пересматривал эту концовку несколько раз. Да, для тех, кто только будет садиться смотреть мультфильм, пожалуйста, досидите уже до конца мультфильма и посмотрите даже титры, потому что после них будет небольшая маленькая сценка. Песня называется Brand New Day, что в переводе означает совершенно новый день, как раз как новое начало для нашей компашки в этой сцене. А вот начало мультфильма идет с песни Big Bad Wolf, что в переводе Большой Злой Волк. И вот такие мини-отсылки также очень приятно видеть по ходу всего просмотра мультфильма. Ну давайте я теперь сделаю вывод по всему мультфильму «Плохие парни». Как по мне, это очень легкий, даже в моментах какой-то простой, приятный мультфильм для всех, как для детей, так и для взрослых. Все эти отсылки, намеки приятно будет заметить тем, кто смотрел фильмы про ограбление. Тут какой-то есть похожий почерк, да и харизматичные герои не должны особо приесться до самого конца мультфильма. Мне мультфильм очень понравился. Считаю этот мультфильм одним из самых удачных от DreamWorks в последнее время. И даже я буду не против какого-то продолжения, если, конечно, такое будет выходить. Моя оценка мультфильму твердая 9 из 10. Очень приятный и хороший мультфильм. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Это помогает активности канала. Также, ребята, у меня есть два канала. На одном выходят разборы кино и сериалов, а на другом я прохожу игры по мультфильмам, в большинстве по Диснею. Зайдите, гляньте, вдруг вам понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВК и пока.